Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео тематическое на тему Хэллоуин. Мы с Ирой, у нас была договоренность такая, ну, между собой мы взяли уже за правило, за традицию красить на какой-то праздник, на какое-то время года. Такое легкое тематическое видео. В данном случае, как я уже сказала, повторюсь, на тему Хэллоуина мы договорились пораскрашивать, но у нас не было никаких, как я уже сказала, договоренностей ни по срокам, ни по количеству, ни по материалам. Просто вот именно каких-то несколько иллюстраций, кто сколько сможет, кто сколько захочет. Непосредственно конкретно на тему Хэллоуин. Я раскрашивала, так уж вышло, в течение всего месяца потихоньку. Что-то раскрашивалась. Сама не заметила, как я на тему Хэллоуин умудрилась раскрасить, так скажем, даже раньше срока. Сейчас немножко поправим иллюстрацию. Но, тем не менее, я их раскрасила, Ира тоже. Ссылочка на видео Иры и канал обязательно будет под видео. Кто еще не знаком, проходите, знакомьтесь. Ссылочка всегда под видео и в конце в заставочках на ее канал. Так что проходите. Ну что, всех с Хэллоуином. Давайте смотреть, что я раскрасила на Хэллоуин. Пару иллюстраций были прям Хэллоуин, пару иллюстраций, ну, можно тоже так сказать. Ну, в любом случае они были. Так, прошу прощения, на секундочку отключилась, потеряла одну раскраску. Я же вижу, что что-то у меня их маловато. Да ладно, давайте посмотрим, что я раскрасила на тематику Хэллоуин. Что-то было, мне прям понравилось, что-то не понравилось, но тем не менее. Первое, как вы уже поняли, это была раскрасочка феи. Это у нас Лика Лэндл 2D. Здесь прям именно Хэллоуин был. На тему Хэллоуин я раскрашивала. Здесь у нас акварель. Ну и все остальное карандаши. К сожалению, я хотела акварель, но что-то мне вообще прям не понравилось, как она здесь легла у меня. Но это может быть только у меня, не знаю. Ну и карандашики. Совсем чуть-чуть гелевой ручкой белой прошлась. Вот такая вот получилась ведьмочка, тыквочки. Не знаю, не совсем мне понравилось, потому что я ожидала как-то большего от акварели здесь. Но что-то пошло не так, она прям у меня начала впитывать. В общем, я быстро эту затею бросила. Не стала больше ничего на фон добавлять, хотя планировалось не один цвет. Но решила, что, знаете, лучше не рисковать. И у меня получились вот такие вот такая вот иллюстрация. В любом случае у меня есть запасная вторая, и я могу попробовать что-то сделать другое. Следующая иллюстрация, это была раскраска, самая страшная раскраска «Ужасы ночи». Здесь я вообще получилось так, что я купила акрил, мне хотелось его попробовать, поэкспериментировать с акрилом. Я не знала где. Тут вспомнила, что здесь в иллюстрациях есть такие вот как бы рамки. Ну, думаю, дай попробую. Потом отложила, мне что-то не очень это все получилось. Ну и, в общем, как-то, знаете, потом сама собой я к ней возвращалась несколько раз, и получилась иллюстрация. Давайте смотреть. Собственно говоря, вот сам акрил. Мне не совсем получилось. Я расстроилась, забросила, но мне здесь очень нравилась тыква. И мне не хотелось выбрасывать как-то это со счетов, эту иллюстрацию. Я решила сделать. Но, к сожалению, акварель тоже не особо хорошо. Здесь оно еще и все протекает. Поэтому, да, вот видите, акрил тоже везде присутствует. Но это не страшно. Я исправлю. В общем, я решила, ну почему нет? Мы тут как-то разговаривали с Милой. И я решила, что надо ее все-таки доделать. Тыква мне прям очень здесь нравится в этой иллюстрации. Собственно говоря, здесь все карандаши, немного гелевой ручки. Понятное дело, здесь обычный акрил. Рамка. И поверх я металлик акрил. Так чуть-чуть, знаете, мазками сделала. Вот если видно.
хотелось бы, чтобы было это все видно. Как бы такие мазки, чтобы, знаете, более как-то интересно, что ли, было. Ну и на фоне акварель. Пыталась ее размыть, но как-то тоже она впитывает бумага. Не знаю, мне пока не очень это все здесь получается, но я стараюсь. Ну и, собственно говоря, брызги тоже это перламутровая акварелька. Ну и карандаши. Вот такая вот получилась иллюстрация. Я надеюсь, вам видно. В любом случае, мне нравится. Почему нет? Имеет место быть. Я учусь. Это тоже важно. Следующая раскраска, я ее ждала. Мне она очень нравится. Это Ханна Карсон. Ведьминые истории, да, или истории с ведьминой дачи, в общем, кому как. Здесь я раскрасила ведьмочку. Может быть, это не совсем Хэллоуин, но в любом случае ведьмочка, тыквы, такой вот какой-то чудной кот, недокот с крыльями. И я раскрасила. Фон здесь сумеречная акварель, но не будем уже о ней, это уже для других тем, видео отдельное будет. Акварель, все остальное карандаши, ну гелевая ручка, понятное дело, белая. Вот такая вот получилась у меня иллюстрация. Не знаю, не скажу, что я прям ею довольна, но не совсем то, что я хотела, то, что мне хотелось бы здесь видеть. Но есть к чему стремиться, чему еще учиться. Вот. Плохо она здесь как-то у меня размылась. Ну, вообще сумеречная акварель любит очень много воды, очень много. И, знаете, такой плохой воды. То есть мягкая, хорошая вода здесь не подходит для этой акварели. Но это был самый первый опыт. Я думала, сейчас раз размою, она красиво ляжет и, и готово. Но вот, увы и ах. Плюс я сделала большую ошибку. Я ее дотянула до самого низа, до земли. Фон, что, конечно, это неправильно, потому что прям почти нет теперь границ. Я пыталась их как-то убрать, но, к сожалению. Ну, ничего страшного. Ничего не пострадало, слава богу. В общем-то, внизу тоже акварель, совсем чуть-чуть, это земля. А все остальное, вот видите, карандашики. Карандаши разные, Лира. Платье это Дервент и Colorsoft. Чуть-чуть Ашана. Все никак не привыкну, не придумаю, какой вот цвет взять для таких каких-то более светлых тканей. Что-то типа льна или белого. Ну, в общем, буду думать. Вот такой вот, в общем-то, получился рисунок. Четвертая иллюстрация, это даже скорее не иллюстрация, это скорее, знаете, я сделала фон мне хотелось попробовать по мастер-классу Джоанна Бесфорд. Ой, прошу прощения. Мастер-класс по Даяна Джей. Господи, я совсем уже заговариваюсь. В общем, мне хотелось попробовать. Здесь в Кербера Замнасе как раз иллюстрация для этого подходящая. Ну и как раз это тоже на тему Хэллоуин вполне актуально. Вот такой здесь был. Такая вот страничка. Предполагается, видимо, дорисовать здесь что-то. Даяна как раз показывала, как сделать такой вот фон пастелью. Мне хотелось попробовать. Единственное, что да, наверное, нужно все-таки раскрашивать желтым. Все-таки сделать центр полностью желтый, а не белый. Маловато желтого. Вот. Ну и рисовать я не умею. Я добавила вот одну мышку. И здесь вот 3. Ну, насколько смогла. Рисовать, к сожалению, я, как я уже сказала, не умею. Можно было бы больше, было бы, наверное, даже интереснее, если бы их здесь было гораздо больше, но я боюсь испортить. Тем более, что фон уже готов. Я рисовала поверх. Если я сейчас где-то хоть на миллиметр ошибусь, мне не понравится совсем, то уже исправить будет фактически невозможно. По крайней мере, для меня, так как я не рисую. Я решила не рисковать. Добавила всего 4 мышки, но мне нравится. И, в общем-то, идея фона мне тоже очень понравилась. Можно, в общем-то, другие брать цвета пастели. Я рисовала вот эту Мунго. Она очень яркая. Она очень яркая. Все потом было оранжевое. Очень тяжело. И вот здесь в некоторых моментах остались вот эти вот штрихи от мелков.
Я не смогла их даже растушевать. Слишком яркая прям пастель. То есть, если вы хотите яркой пастели, то вот это самое то. Ну, а в целом мне понравилось. И идея, как смотрится. Мне нравится очень часто что-то интересное по мастер-классам ее Даяна Джей делать. Очень даже неплохо. По крайней мере, для начинающих, как я. Это здорово. Следующее, это у нас Autumn Scans. Здесь у меня распечатка. Я делала как самодельная раскрасочка. Ну и, к сожалению, мне в типографии сделали... Ну, бумага-то хорошая, плотная, но не для раскрашивания, к сожалению. Поэтому очень сложно ею красить. Ну и я вот, насколько это возможно, акварелью красила. Я показывала. Во влоге вы видели. Ну, вот получилась вот такая вот иллюстрация, полностью акварельная. Мне хотелось именно без карандашей, без ничего, именно акварельную сделать, попробовать, как это будет. Но в целом не скажу, что это шедевр, но почему нет, имеет место быть. С этой бумагой так тем более, потому что, вот видите, она краска прям вот... Если больше лить воды, она начнет как будто, знаете, из 5 листов спрессовали один, и она начинает как будто как отслаиваться. Поэтому я решила, опять же, не рисковать. Ну и получился у меня, собственно говоря, вот такой вот рисунок. Не скажу, что прям вау, довольна, но и не скажу, что все печально. В принципе, имеет место быть. Так, ну и последнее. Это у нас раскрасочка. Вспомнить бы, как она еще называется. В общем, китайская, то ли мамо, то ли что-то в этом духе. В общем, не буду обманывать, не помню, как она правильно называется. Да, я думаю, все ее знают с Алиэкспресс, эту раскрасочку. Я здесь увидела такой вот небольшой разворот, но я его не стала доделывать. Объясню сейчас почему. Здесь вот такая вот гейша. Ну, не знаю, гейша, не гейша. В общем, девушка в кимоно, я так подозреваю. Собственно, лицо у нее такое, знаете... Кстати, на камеру она какая-то как прям вообще страшная. Может, это вот так и задумано? Потому что в жизни, смотрю, она вот такая милая. А на фотографиях на камеру она какая-то как прям страшная. Наверное, так задумано, как будто как вот прям череп какой-то. В общем, я увидела здесь вот как раз-таки вот это вот необычность лица, плюс вот эти вот черепа. Ну и решила, почему нет. Как раз таки на тему Хэллоуина она как раз и хорошо так заходит. Все неплохо, но мне кажется, она по большей части для акварели. Это раскраска. Но проблема в том, что когда я начала красить кимоно, вот здесь, допустим, где светлые моменты, кто-то скажет, могла бы и темнее, да, ну, как бы ровно положить эту акварель. В общем, она не легла. Я не знаю, что не так. Она начала, вот видите, с полотом светлым. Я даже сегодня уже непосредственно перед тем, как снимать, и еще раз проходилась краской, ну, дабы вот сгладить вот это вот все. Она не ложится. Я не знаю, что не так. Я намучилась. Я, в общем, решила уже не мучить, потому что, собственно говоря, все здесь протекает. Бумага сразу впитывает воду. В общем, я не знаю. Не получилось у меня с акварелью здесь как-то прям совсем-совсем. Пыталась хоть как-то спасти положение вот этим вот акварелькой от Ван Гог. Вот этими блестяшками. Пыталась как-то хоть спасти положение. Не скажу, что прям вау, я все спасла, но, по крайней мере, раскрасила. А волосы это брутфунеры смешивала. Не знаю, насколько хорошо получилось. Впервые я такой цвет, такое количество карандашей тут намешала. Мне хотелось каких-то... Но мне хотелось больше в синеву. Получились так или иначе все-таки фиолетовые. Ну, тоже как-то не очень они хотели ложиться. Ну и цветочки. В общем, все это карандашами, кожа, волосы, цветы. Здесь вот акварель. Но, говорю, уже пожалела, нужно было брать карандаши.
Здесь вторую сторону, не знаю, пока решила не красить, не мучить карандашами. Ну, как-то неинтересно, а дабы не испортить с обратной стороны, я решила пока не трогать. Кожу я тоже экспериментировала, пыталась раскрасить именно лирой. У лиры 3 оттенка, 3 карандаша, 3 оттенка: светлая, темная и очень, по-моему, средняя и темная, как бы, кожа. Телесный, не кожа, прошу прощения, телесный, что у меня сегодня. Вот. И мне хотелось прям использовать. Понятное дело, что они не предполагаются, что все 3 этих карандаша ты используешь для кожи и все. Но мне хотелось именно вот эти 3 взять и использовать. Ну, в общем, не скажу, что прям совсем-совсем удачно, но, наверное, в данной ситуации самое то. Ну вот. Вот, в общем-то, что вышло из всего этого. В любом случае довольна, потому что много чего здесь использовано. Во-первых, я экспериментировала, пробовала волосы красить, уже такие сложные, более сложные. Не скажу, что прям удачно, но тем не менее. Плюс здесь цветы, много их, и было сложновато. Еще нужно было разобраться, где цветы, где волосы. Лицо. Плюс здесь вот видите, опять же акварель. Я ее интерферентной этой акварелькой пыталась спасти, не совсем удачно. Здесь был карандаш, и видите, он все-таки здесь вот он почему-то акварелью закрасился. В других я красила, карандаш совершенно не страдал. Здесь почему-то он пострадал. Ну, в общем-то, так, может быть, даже и интереснее такой, знаете, эффект страшилки. Ну, это вот все, как я уже сказала, переливается, что тоже, в общем-то, в данном случае неплохо, потому что я пыталась хоть как-то отвлечь внимание от вот этой, не знаю даже, как назвать это. В общем, вот такой у меня получился рисунок. Здесь, благо, очень много, еще можно, есть к чему стремиться, чему учиться, поэтому да, буду учиться. Вот такие у меня получились работы на тему Хэллоуин. Какие-то удачно, какие-то не особо, но тем не менее мне нравится. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Всех с праздником. Ну и обязательно проходите по ссылочке, посмотреть, что раскрасила Ира. Я сейчас тоже обязательно к ней пройду. К сожалению, вот так как я раскрасила, как я уже сказала, в процессе, в течение месяца все раскрасить получилось. К сожалению, вот сегодня без процесса раскрашивания видео. Обязательно проходите, знакомьтесь, смотрите, что раскрасила Ира. Я тоже сейчас закончу и пойду посмотрю, что получилось у нее. Ну а вам всем спасибо за внимание, спасибо, что были со мной, посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну и всем пока-пока.